Сеточка из воздушных петель, или еще ее называют французская сеточка. Всем привет! Сегодня расскажу, как связать крючком сетку из воздушных петель. И иногда эту еще сетку называют французской сеткой. Применяется она для вязания разных вещей. Например, авоську можно связать, какую-нибудь жилеточку, летний топик. В общем, достаточно распространенная сеточка. Также в ирландском кружеве ее можно встретить. Вязать я буду крючком номер 4. Специально взяла достаточно толстый крючок и толстую пряжу, чтобы было хорошо видно. Но хотя сеточка выглядит отлично, когда ее вяжешь тоненьким крючком, например, 1, 1,5, 0,7. Вот, тогда ячейки получаются не такими большими. Наберем количество петель кратным 4 плюс 2 воздушные петли. У меня будет 18. Набрали цепочку 18 петель. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Сейчас нам нужно набрать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик без накида. Итак, у нас готова будет первая ячейка нашей сеточки. Опять набираем 5 воздушных петель. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем столбик без накида. Готова вторая ячейка. Набираем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 1, 2, 3. В четвертую петлю вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В четвертую вяжем столбик без накида. Так, первый ряд, состоящий из таких вот ячеечек, у нас готов. Сейчас нам нужно приступить к вязанию второго ряда. Для этого наберем 5 воздушных петель. И в центр ячейки первый вяжем столбик без накида. Опять набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И под цепочку, смотрите, крючок я ввожу не в саму петлю, то есть не сюда, а под цепочку из воздушных петель, обвиваю цепочку и вяжу столбик без накида. Это у нас будет такой первый способ вязания сеточки. Дальше я покажу, как можно еще ее по-разному связать. Крепимся к последней дужке. И теперь набираем всего 2 воздушные петли. А вот в первый столбик, который мы вязали в самом начале без накида, вяжем столбик с накидом. Для того, чтобы у нас получилась ячеечка вот такая вот. Вот мы связали 2 ряда. Значит, чем этот способ вязания сетки может быть не очень хорош? Почему не всегда ее можно использовать? Потому что, когда сетка растягивается, вот этот вот столбик, вот он может ездить по цепочке туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И, допустим, когда вы вяжете авоську, это может быть не нужно вам. Вам нужно, чтобы ячейки были закреплены. Давайте свяжем еще один ряд, и потом я покажу, как связать такую цепочку, чтобы у нее ячейки были неподвижны, а зафиксированы. Для второго ряда мы опять набираем воздушную петлю, вяжем столбик без накида, столбик с накидом предыдущего ряда и набираем 5 воздушных петель. И крепимся опять под цепочку предыдущего ряда. Еще раз 5 воздушных петель. И под цепочку вяжем столбик без накида. И так продолжаем до конца ряда.
Под цепочку вяжем столбик без накида. И вот тоже сюда под цепочку, прям никуда не съезжаем, вяжем столбик без накида. Вот у нас получилась вот такая вот сеточка. Крупная, достаточно грубоватая, потому что пряжа толстая. Сейчас давайте я покажу, как связать еще один способ сеточки. Набираем 5 воздушных петель. И в данном случае мы будем крепить нашу сетку, нашу ячейку не под цепочку заводить будем крючок, как мы делали в первом варианте, а вводим прямо в третью воздушную петлю. Вот сюда вводим крючочек и вяжем столбик без накида. И вот все, у нас ячейка будет закреплена и никуда не будет съезжать. Вот этот способ мне нравится гораздо больше. Единственное, он занимает больше времени, потому что приходится находить вот эту воздушную петлю и в нее вводить крючок. Если у вас тоненькая пряжа, это сделать достаточно сложно, потому что петли будут очень маленькие. Ну, либо вам нужен будет крючок, у которого будет такая острая головка. 3, 4, 5. И опять прямо в воздушную петлю вводим крючочек и вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли и столбик с накидом вот сюда. Вот посмотрите, как она отличается, она получается более ровная, эта сеточка, и зафиксирована. Давайте свяжем еще один рядочек вот такой сетки, когда у нас ячейки крепятся столбики в воздушные петли. Не обвивает их, как в первом способе, а крепится прямо, вводим крючок в воздушную петлю, вот между верхней и нижней дужкой воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5. И опять вводим крючок сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вводим крючочек. Один, два, 3, 4, 5. И здесь тоже в третью воздушную петлю вводим крючок. Вот такая сеточка получилась с фиксированными столбиками. И третий вариант. Сейчас вместо столбиков без накида я буду вязать соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Вот смотрите, все то же самое, как в первом варианте, но можно вязать соединительный столбик под цепочку из воздушных петель. Вот так вот раз. Все. И у нас место крепления ячейки практически незаметно. Вот смотрите, так мы вязали столбик без накида, так мы вяжем соединительную петлю. Можно сделать еще интересней. Ввести крючок опять в воздушную петлю и провязать соединительную петлю или соединительный столбик. И тогда вот такое получится соединение. Ну, кстати, тоже очень неплохой способ. 3, 4, 5. Для того, чтобы столбики были незаметны, вот эти соединительные, и сеточка смотрится более легкой, на мой взгляд. 2, 3, 4, 5. Опять раз. И соединительный столбик прям в саму воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. И соединительный столбик в воздушную петлю. 1, 2, 3 и столбик с накидом. Вот сравните, как мы вязали вместе, когда вязался столбик с накидом под дужку из воздушных петель. Этот столбик с накидом мы вязали в воздушную петлю, вязывали, а здесь мы вяжем соединительный столбик. Вот, хочу связать еще один рядочек с соединительными столбиками.
потому что мне кажется, эта сеточка самая интересная и ровненькая. 3, 4, 5. Но если вам нужно, чтобы ячейки были подвижными, то нужно вязать, конечно, соединительный столбик под дужку, вот эту из воздушных петель. То есть вот так вот просто обвивать и вязать. Или если вам абсолютно не критично, будет, не будет двигаться сетка, то можно обвивать только для того, чтобы ускорить процесс вязания. Собственно, не сильно отличается вот такое соединение от этого. Единственное, вот это будет опять подвижное. Менее подвижное, чем со столбиком без накида. Ну, кстати, вот достаточно прочно держится, практически не двигается. И 5 воздушных петель. И соединяем. Упс. Вот, пожалуйста, сеточка готова. Выбирайте способ, который вам больше всего подходит. Вяжите. А в конце видео я сейчас дам ссылку на подборку на сайте крючок.ру, где вы найдете больше 100 схем вязания сетки крючком. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, до свидания.